В субботу в Москве прошла, наверное, самая масштабная акция протеста за последнее время. Ну, уж точно она была самой масштабной по количеству задержанных, потому что их было почти 1400. Если вы вдруг не знали, то все московские ОВД могут принять 1500 человек, иначе просто больше не хватит мест. То есть они заполнили практически все отделы полиции Москвы. И это очень грустный рекорд за последние 7 лет. Акции протеста предшествовали обыски и всяческое запугивание людей. Через СМИ, через лидеров общественного мнения людям доносили информацию, что ни в коем случае нельзя выходить на улицу, что будет очень опасно, что молодых людей будут там чуть ли не с улиц забирать в армию. А все СМИ накануне акции заполонили новости про обыски, которые начались у совершенно разных людей. И сегодня я хочу рассказать вам 3 истории. Это 3 истории моих знакомых, людей, которых я лично знаю. Это люди, которые пострадали от полиции и того беспредела, который мы с вами наблюдали последние дни. Первая история произошла с Дашей Бесединой. Даша Беседина, она закончила, как и я, Московский архитектурный институт. Она архитектор, она много лет работает в нашей организации «Городские проекты». И она зарегистрированный кандидат в Мосгордуму. Она не была лидером протестов, но ночью, накануне акции протеста, ночью, в дверь квартиры, где живут ее родители, постучали. Я следователь Следственного комитета, Следственного управления Западного округа, Родиончик Сатин Павлович. Также я представляю следственную группу по уголовному делу, в ходе которого проводится данное следственное действие, обыск жилища. Это уголовное дело, которое воспрепятствование работе избиркомов. Для тех, кто не в курсе, 14 июля, после того, как народ собрался на Тверской, и потом начались шествия, и в том числе это шествие, оно пришло к избиркому, это было воскресенье. Это было воскресенье, и народ, люди недовольные тем, что их кандидатов не регистрируют. Там, по-моему, в митинге Люба Соболь был, да, Яшин. В общем, там требовали, чтобы вышел начальник избиркома Горбунов. Да. Горбунов, который был на даче. Он был на даче, это было воскресенье, и что, просто чтобы вы понимали всю вообще абсурдность этого уголовного дела. То есть люди в воскресенье вечером приходят к избиркому, там все закрыто, заколочено, закрыто. Они требуют, чтобы вышел начальник избиркома Горбунов, который на даче, потому что в воскресенье, им говорит: ребята, вы пришли в воскресенье, у нас здесь ничего не работает, у нас здесь кроме охранника вообще никого нет, охранник был занят разгадыванием сканвордов, вы ему обломали вообще весь кайф, приходите в какое-то другое время. После этого возбуждать уголовное дело о воспрепятствовании работы этого самого несчастного избиркома в воскресенье, который, в принципе, и не работал. То есть, чтобы вы понимали всю эту абсурдность. Ты была там? Меня около избиркома не было. И теперь ты по этому уголовному делу кем проходишь? А хрен его знает. На самом деле я так и не поняла, потому что с этим работают сейчас мои адвокаты. Мы так и не поняли, что там происходит, потому что там какой-то вообще абсолютнейший абсурд. Документ, который они представили при обыске, с юридического на русский переводится как: какие-то челы что-то сделали, поэтому мы придем к спецсубъекту Дарьи Бесединой, а спецсубъект, потому что я зарегистрированный кандидат, им нужно было отдельную бумажку на меня в суде появить, чтобы прийти ко мне. Мы поэтому придем в квартире, которая к ней относится, и найдем там что-то, а что мы не знаем. И мои адвокаты говорят вообще, что они первый раз такой вообще документ видят, что это полнейшая вообще бредятина, что такого, в нормальном уголовном деле такого документа быть просто не может. Приходит в квартиру, в которой вы живете. Это квартира моих родителей. Мы собирались этим вечером с мамой поужинать, и мы там были за несколько часов до обыска. Я там оставила свой ноутбук. Мамы дома не было, она тоже отъехала, я помогла ей донести до машины, там коробка с макулатурой накопилась. А Миша остался, потому что мы все вместе чай пили до этого. И Миша остался, сидел там, занимался своими делами. Миша твой молодой Миша человек. мой парень, мы планировали таким в семейном кругу поужинать. Миша остался со своим ноутом, он там сидел, что-то делал, своими делами занимался, и мы отъехали на пару часов.
Вот. Я уже возвращаюсь, и Миша мне пишет, что ты мне написал. В дверь стучат. В дверь стучат. В дверь стучат, это была первая фраза моя. После нескольких стуков они вырубили свет на щитке. И полностью электричество в квартире отрубилось. Миша пишет, что-то пришло. Я в панике сразу, потому что тут уже как бы обстановка такая, да, там предыдущую ночь какую-то приходили к кандидатам. Причем я смотрю, что в тот же вечер Вот. приходили там в офис ФБК, в офис Яшина. И это был тот же вечер, мы уже там новости читали. Когда вам ночью стучат в дверь, первое, что вы думаете, что вот точно, вот теперь за нами тоже пришли. Я сначала посмотрел, я увидел, что там какие-то люди, позвонил адвокату. Потом я, когда уже по совету адвоката, там, решил узнать, кто это, что это, они показали в глазок, но я ничего не увидел, потому что уже было темно. Темно в подъезде, темно в квартире, вообще ничего не видно. Я не понял, кто это, позвонил в 112, опять же, по совету адвоката. Потом приехали и полиция, и они вызвали МЧС. Спустя где-то 45 минут начали взламывать дверь. В этот момент адвокат только ехал ко мне. Вот. Я им предложил, типа, значит, давайте так, чтобы не растекаться по квартире, вы не одновременно все комнаты роетесь. Я уже прочитал ордер, типа согласился, что я присутствую, подписал эту штуку, потому что мне тоже адвокат посоветовал. Да, на этом месте обязательно посмотрите ролик, что делать, если к вам ломится кто-то в дверь, к вам пришли с обыском. Мы делали с Сергеем Бадамшиным, адвокатом, большой ролик с советами, планом действий, как нужно грамотно себя вести, поэтому ссылочка в описании, обязательно посмотрите. Чем закончится обыск? Изъяли всю технику. Там лежал мой ноутбук, они взяли Мишин Мой ноутбук. Они взяли мамины вещи, они взяли, значит, у мамы там 2 планшета забрали, они забрали жесткий диск из семейного компьютера, они забрали диски, флешки, которые принадлежат моему брату, которые там лежали. А ты не просил, чтобы они сделали копию дисков и не забирали технику? К сожалению, меня не предупредили, я не знал, что так можно, я бы, конечно, попросил. Ты точно смотрел мой ролик про что делать во время обыска? Когда у Миша, тебя прямо обыск идет, вот... ты У вас был обыск когда-нибудь? Нет. Вот. На самом деле, когда идет обыск, очень тяжело сориентироваться вот прям вот мгновенно. Хорошо, друзья, еще раз пересмотрите ролик, что делать во время обыска. Очень важно, пересмотрите, тезисно запишите, сдайте экзамен, запомните, потому что... Да, на самом деле там очень важные моменты, которые, если бы я сразу вспомнил, могли бы мне довольно сильно помочь. Следующая история про Костю Коновалова. Вы наверняка его знаете, если не лично, то знаете его работы. Костя дизайнер, и, например, он является автором схемы «Магистраль», которая висит на каждой автобусной остановке в центре Москвы. Также он имеет отношение к навигационным стелам, которые по всей Москве установлены. В субботу, в день митинга, он совершал пробежку. Да, Костя бегает по Москве. Это уже преступление, наверное, в наше время. Человек, возможно, решил посмотреть, как полиция готовится к акции. Это было раннее утро. И простого дизайнера, который с утра бегает в центре Москвы, его заламывают, его кладут лицом на асфальт и ему ломают ногу. Посмотрите, что делают с человеком, безоружным, без плакатов, без каких-то там, я не знаю, который не представляет никому угрозы. Его не просто задерживают для разбирательств, ему ломают ногу о бордюр в центре Москвы, прямо около здания мэрии. 27 июля я планировал ходить на митинг. На митинг я собирался, но каждое утро я бегаю, поэтому я живу недалеко от Садового кольца и часто бегаю в центре города. Поэтому я в этот день решил побегать где-нибудь туда, в сторону Тверской, посмотреть, что там происходит. Я бегу, у меня трекер показывает, что мне осталось там добежать 200-300 метров до 5 километров, и все, дальше можно идти пешком. И именно в этот момент с разных сторон на меня начинают напрыгивать полицейские. Я от нескольких увернулся, а потом из-за одного автозака выпрыгнул какой-то очень большой ОМОНовец. И меня, в общем, повалили на асфальт, на проезжую часть. И стали бить, скручивать руки. Было достаточно больно, неприятно. У меня были наушники беспроводные Apple-овские. Один наушник куда-то выпал, они его раздавили. Я кричал, что они делают, почему, какая причина. Они, в общем, кто-то там, по-моему, крикнул из серии «А чё бежал?». Они меня поколотили, а потом взяли под руки, понесли лицом вниз и положили где-то уже в районе тротуаров. И стали дальше бить, и скручивать. Потом я увидел фотографии от корреспондента РБК и увидел то, что на самом деле меня просто потащили и переложили так, чтобы у меня коленки попали на
бордюр. Прямо на этих фотографиях видно то, что они просто начинают мне на ноги вдавливать и выгибать коленку в другую сторону. Я вообще тогда не особо понимал, что там с ногами происходит, потому что у меня и сейчас и спина болит, и все болит, потому что просто как бы они со всех сторон давили, били. Меня затащили сначала в автобус с полицейскими, потом пересадили в другой автозак, но я уже почувствовал, что что-то не то с ногой. Единственное, что смог связаться с ОВД-инфо и позвонить там каким-то совсем знакомым, чтобы предупредить, что произошло. Потом у меня практически села батарейка сразу, я успел там пару твитов еще написать, то, что меня задержали. ОВД-инфо мне сказали, то, что если у меня болит нога, чтобы я попросил медицинскую помощь, я ее сразу попросил. Это вот случилось все где-то за 3 часа до митинга, где-то в 11 часов все происходило. Врача они мне в итоге не предоставили, они меня через какое-то время пересадили в другой автозак. Там уже были люди, среди которых даже были более-менее подкованные, знающие, там, что отвечать полиции, поэтому мы там как-то уже обсудили там, про 51-ю статью, как отвечать полицейским. Ну, в общем, все происходило в нормальном режиме. Стали там перекличку устраивать, кто вообще первый раз в автозаке. Все подняли руку. Я сидел в итоге в автозаках где-то около 3 часов, и за это время скорую не предоставили. Отвечали каждый раз по-разному. То начальник подойдет, то уже вызвали. Нас неожиданно повезли, отвезли в ОВД аэропорт. Пришли сотрудники, которые начали шутить из серии «давайте всех быстро оформим, и тогда вы успеете сходить еще и на митинг». У меня совсем разболелась нога, я не мог уже выходить. Полицейские говорят: выходи. Ну, там ребята, которые другие задержанные, мне помогли как бы в зале в ОВД, где всех собрали. Я еще раз напомнил то, что мне нужна скорая. Мне сказали: ну, наверное, едет, если вы просили. За меня заступилось несколько человек, сказали, ну, то, что ну, это уже как бы не шутки. Там, правда, нога стала опухать чуть-чуть. И, правда, мне было просто больно хоть как-либо ее сдвигать. В итоге сотрудники согласились вызвать врачей. Пришли врачи, сказали то, что мне нужно ехать делать рентген. Уже все собрали, к ним подошли полицейские и говорят: нет, не надо ехать. Врачи куда-то там отошли, с ними там пошушукались. Возвращаются, говорят: да нет, тебе рентген не нужен, давай мы тебе укол сделаем, и завтра домой к тебе терапевт придет. Ну, я как бы, ну, как знаете, мне сделали укол, и я остался там сидеть в холле отдельно ото всех. 1,5 часа сидел, мне лучше не стало от обезболивающего, у меня только наоборот разболелась рука, куда сделали укол. Нога стала болеть еще сильнее, стала кружиться голова, никто не давал воду попить. Мне совсем стало уже становиться плохо, я сам вызвал скорую, позвонил и говорю то, что вот я в ОВД аэропорт, мне плохо, у меня что-то с ногой, она опухает. Через какое-то время приехала скорая, врачи оказались намного адекватнее, они вступились за меня, сказали то, что у меня все серьезно, они считают то, что там может быть серьезная травма или перелом, поэтому нужно срочно ехать на рентген и ничего не откладывать. Полицейские устроили такой какой-то ультиматум, то, что типа не пустим, пока он не подпишет документы. К этому времени приехал адвокат, с которым я созванивался и списывался из ОВД-инфо, но его не пускали на территорию. Это скорая приехала. А? Ему даже скоро приехал. Это можно и 10. Сейчас, видите, я же вас же не оставил. Я понимаю, но мне нужно и заявление подать. Сейчас пройдет, сейчас по поводу вас мы, видите. А в чем проблема изначально? Допустим, в чем проблема сейчас, допустим, я не могу понять просто. Вы мне можете пояснить? Я не понимаю, в чем проблема. Все проходят, заявление оставляют, а я не могу пройти. Все потому что я адвокат? Чувствую. Ну, а пройти-то Сейчас можно пройдете, держать? сейчас секундочку. Получилось что-то странное, то есть он просто стоял там в течение, наверное, часа на проходной, его не пускали без объяснения причин. Я даже позвонил в полицию, чтобы пожаловаться на эту ситуацию, чтобы его пустили. Его все равно не пустили. В скорую подсел ко мне полицейский и говорит: все, подписывай, или мы тебя не отпустим в скорой. Врачи вроде как были на моей стороне, и они сказали: мы будем сидеть до последнего, пока вы не отпустите. Я сказал то, что 51-я статья Конституции, я не буду ничего подписывать и говорить без адвоката, потому что адвокат уже пришел. От подписи отказываетесь, правильно? Да. Отказываетесь? Да. Хорошо. Есть адвокат, которого вы не пускаете. Вы должны это Нет, я не должен пустить адвоката, Почему вы должны это потому написать? что у меня есть адвокат. Напишите то, что Два требую. понятых. Да, напишите то, Пропишут что... тоже это объяснение. Не, напишите то, что я требую адвоката. Адвокат сейчас на Почему вы проходной. не перепишете?
А почему я должен писать? Вы адвоката не зовете, а что вы пишете? То, что я отказываюсь от подписи, но не пишете то, что я говорю, то, что адвокат пришел и он ждет на проходной. Понятые. Вы же можете сказать то, что вы слышите, то, что я говорю? Адвокат на проходной. Подпись не будете, да? Там проходили, там никто не стоит. Там стоит. Угу. Ну, напишите хотя бы фамилию. Я не буду. Почему? Потому что я не хочу. Есть адвокат, вы его не пускаете. Я ничего вам не буду подписывать. Потому что вы нарушаете мои права. Вот и все. Вы прекрасно это знаете. И мне кажется, вам тоже стыдно чуть-чуть из-за этого. В общем, их это все задолбало, и они сами все подписали за меня. Меня отвезли в травмпункт сначала. В травмпункте сделали рентген, там еще что-то. Сказали то, что похоже, то, что это перелом какой-то, ну, я до сих пор диагноз не очень запомнил, потому что это сложно. Ну, вкратце, это просто какой-то перелом внутри коленки. Потом меня отправили в больницу. В больнице, собственно, мне еще раз сделали рентгены, мне сняли там все показатели, потому что сказали то, что у меня на спине какие-то ушибы. Сказали то, что да, синяки, царапины, ссадины есть, но типа ничего не повреждено, кроме ноги. А вот с ногой фигня, и, в общем, нужно как минимум 6 недель ходить с гипсом. Теперь я оказался с гипсом, с костылями. Нормально ходить не могу, бегать уж тем более. Я хотел пробежать в августе полумарафон 21 километр, но, кажется, это все отменяется. И обидно то, что я хотел пробежать за июль 150 километров, а пробежал 145. Мне не хватило одного дня. И я, конечно, зол на то, как полицейские себя повели. Ну, они могли меня, наверное, задержать. И если бы были адекватными, ну, просто задержать нормально, не применяя очень такую серьезную силу. После того, как они меня очень насильно грохнули об асфальт, заломили руки, избили, они решили как бы уже садизм какой-то применить. И в сговоре перенесли меня специально на торчащий бордюр, чтобы мне просто доставить максимальную боль. Ну, я вот это не могу никак объяснить. Кроме того, что это просто садисты. Наверное, полиция не имеет права себя так вести, и я бы не хотел, чтобы кого-либо по надуманной причине, то, что просто задержать, вот так вот винтили, а потом разбирались. И последний на сегодня эпизод, он произошел с Борисом. Борис работает в авторских медиа. Авторские медиа — это компания, которая продает рекламу у блогеров. Я являюсь там партнером, мы продаем разных блогеров, в том числе рекламу в моем блоге и на этом канале, который вы смотрите. Я много лет Бориса знаю, это адекватный, обычный парень, да, такой же, как и многие мои зрители, и он был на акции со своей девушкой. Он находился около Центрального детского мира, при этом, опять же, он не представлял никакой угрозы. Он не кидался бутылками, я не знаю, не переворачивал машины, не бил витрины, не кидался на полицейских там с кулаками. Он со своей девушкой в выходной день просто сидел в центре Москвы, около Центрального детского мира, и смотрел, что происходит. Это не нарушение. Он имел полное право там находиться, и он там находился. И закончился это тем, что сейчас он находится в больнице. Вчера я вместе со своей девушкой, с Ингой, мы ходили на митинг за допуск независимых кандидатов. Сначала мы были на Брюсовом переулке, там нас оттеснили. Там рядом со мной муниципальному депутату Александру Порошину разбили голову в кровь. Там ОМОН бил нас дубинками и вытеснял. Там люди пытались как-то этому сопротивляться, но ничего не вышло. В итоге нас выдавили. Когда мы вышли с Мясницкой на Лубянку и подошли к детскому миру, там меня задержали. Это получилось так. Пришла туда большая толпа, но часть ее осталась сзади, нас осталось не очень много. И в этот момент я увидел, как рядом со мной задерживают человека, и тут меня избили. Фашисты, блядь! Помогите мне! Люди! Что вы делаете, блядь? Отпустите быстро, блядь! Меня избили дубинками много раз, много
ударов мне нанесли по голове, по спине, по рукам. Инга меня пыталась отбить, спасибо ей большое, ей тоже досталось. Мои друзья меня пытались отбить, им тоже большое спасибо. Ну, в итоге меня задержали, я оказался в автозаке, было тяжело, довольно больно, еще от адреналина пот идет ручьями и не получается писать. Никаких сообщений, ничего. Я попросил вызвать мне скорую. Меня не стали вызывать скорую. Перевели в другой автозак, где сидел тоже Долинский и там другие люди. И мы снова попросили вызвать мне скорую. И еще раз попросили, и еще раз попросили. Полицейские сказали, что меня никто не бил и вызывать скорую они не будут. То есть, точнее, нет, сначала они сказали, что да-да, мы сейчас вызовем, потом закрыли дверь и сказали, что не будут ничего вызывать. Потом нас отвезли в Пресненскую ОВД. Пока мы ехали, со мной связались адвокаты из комитета против пыток и потом адвокаты из зоны права. Спасибо им всем, они очень помогли. И, в общем, я вызвал скорую себе в ОВД. Она приехала, меня осмотрели и увезли в Боткинскую с подозрением на сотрясение мозга. В итоге сотрясения мозга у меня нету. У меня просто множественные ушибы мягких тканей, или как-то так называется. Буду я здесь еще до понедельника, скорее всего. Я никогда не сталкивался в своей жизни с таким количеством поддержки, которую я почувствовал за последние 12 часов. Мне написали все мои знакомые, все мои друзья, родственники. Мне написали клиенты, с которыми я работаю. И я вижу, что это людей волнует, мне это нравится. Надеюсь, что в скором времени мы заставим их соблюдать закон и зарегистрировать всех кандидатов. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эти истории. Эти 3 истории случились с близкими мне людьми, с людьми, которых я знаю. Я вижу, что это просто беспрецедентный беспредел. То, что полиция применяет силу, то, что они сейчас делают, это совершенно неоправданно. Люди, которые выходили в Москве, они не представляли никакой угрозы. Это не имеет смысла это сравнивать с какими-то там погромами, беспорядками массовыми, да, там как-то СМИ пугают. Никто не бил витрины, никто не переворачивал машины. Это была мирная акция в центре Москвы. И, на мой взгляд, то, что там происходило, это было лишнее и совершенно неоправданное применение силы со стороны государства. Этого нельзя терпеть. Это потому что если сейчас вы дадите себя убедить, что это нормально, да, ну вроде вот они вышли на митинг, значит их можно вот всех подубасить дубинами, то завтра дубинами будут дубасить по поводу и без повода. Это ненормально, такое не должно происходить в стране, такое не должно происходить в Москве. Чем провинились родители даже Бесединой, зарегистрированного кандидата в Мосгордуму, что к ним в квартиру вламываются с обыском, переворачивают весь их дом. Они чем провинились? Что они сделали не так? Что не так сделал Костя Коновалов, который бегал в центре Москвы утром? Это была не акция, ничего. Какой он представлял угрозу, что человеку сломали ногу? Почему Борис сейчас находится в больнице, избитый ОМОНовцами? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эти истории, распространили этот ролик, рассказали об этом своим друзьям, родственникам, потому что нужно очень четко понимать, что это беспредел, и с этим беспределом нельзя мириться. Ребят, всем спасибо, подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали, завтра увидимся в новом ролике.